Приветствую, стражи! На связи я, Плащ Рока. Знаете, я на ютубе начал замечать эдиты, в которых персонажи из игр или же аниме начали сформировать своеобразные команды. Например, команда Гоку, куда входит сам Гоку, Наруто и Луфи. Также периодически там появляется и Ичиго, что я считаю в принципе справедливым. Или вот вам, к примеру, Божественную Тройку, куда входят я, Кратос и Данте. Но я считаю, что в эту команду можно добавить еще одного персонажа. Хоть у него и была всего одна игра, которую большинство прошло, но по каким-то причинам забыли. Но он имеет право на упоминание. И имя ему Асура из игры Гнев Асуры. Именно об этой игре я и хочу вам рассказать. Ладно, хватит болтать, время начинать. Поехали! Но все-таки сделаем небольшую остановку и окунемся в историю создания Гнева Асуры. Asura Wrath это игра в жанре экшен, разработанная CyberConnect 2 и изданная Capcom. Впервые игра была анонсирована на Tokyo Game Show в 2010 году и выпущенная по всему миру в феврале 2012 года. Игра была выпущена на PlayStation 3 и Xbox 360. Из-за своего уникального стиля игра была описана в средствах массовой информации как интерактивное аниме. По словам продюсера игры, Гнев Асура заимствует элементы индуистской и буддийской мифологии и сочетает их с научной фантастикой. Ну, думаю, этого в принципе хватит, так что перейдем к игре. Выступление нам рассказывает о противостоянии человечества с нечестивыми зверями Гома. Дабы наконец покончить с этой битвой, полубоги, которые там существовали, решили соорудить оружие, а легионы возглавили 8 элитных полубогов, 8 генералов-хранителей, в числе которых Асура был в самой гуще сражения. После нам показывают планету, оболочка которой начинает заполняться черными облаками, а затем нам показывают нашего главного героя, Асуру, который вступает в бой против Гома. Тут нас обучают тяжелой атакой, которая захватывает несколько противников, и персонаж выпускает по направлению в них мощный выплеск энергии. А также слабым, где мы просто быстро наносим удары кулаками такой силы, что создаем воздушные пули. Дальше на нас нападает крупный Гома, с которым мы расправляемся, швырнув его в другого Гома. Как будто он какой-то портфель. Однако на смену двум приходит полчища новых. Пока мы вновь расправляемся с мелкими Гома, нас заприметила рыбка покрупнее. Но Асура, как и в прошлый раз, впечатывает его в другого. Тут нашим глазам предстает вид на крепость Карма, а также мы слышим женский голос, который призывает не бояться. Она говорит о мантре, которая дает жизнь, и о полубогах, которые положат конец травле Гома. Она призывает всех молиться, дабы их мольбы превратились в мантру и дали силы полубогам. После нам представляют 128-го императора Страда, который тоже говорит верить в полубогов. А после нам показывают обладательницу женского голоса. Ей оказывается жрица Митра. Вновь перенесясь на поле боя и поздоровавшись с братом-гигантом, нам представляют остальных генералов. Первым становится Вайзен, который имеет большую правую руку и, судя по всему, такие же большие аппетиты. Дальше становится Август, который упивается битвой и чем-то мне напоминает Кимпачи из аниме Блич. Следующим становится Ясва, который пользуется стилем «руби кромсай руками». Дальше, после того как Асура расправился с здоровяком Гома, нам представляют Сергея. Неожиданно. Который говорит, что истинная красота становится только во время смерти. А затем нам показывают Келру, который является старым стратегом. А затем на них наезжает Ольга, которая говорит, что лучше бы они занялись делом, а также просит Деуса выслать подкрепление. Но Деус, который является командиром генералов, говорит, что это пустая трата времени, и приказывает выстрелить из Брахмастера. На что Троица говорит ему, мол, дядя, успокойся, она еще не готова. Но он, наплевав на это, и говорит, что это все во благо будущего, все-таки выстреливает из нее. Выстрел попадает по планете, откуда вылезали Гома, и они вроде бы пропадают. А Ясва спрашивает, на кой черт это надо было?
Но Август говорит, что это даже к лучшему, ведь они показали, какой мощью обладают. Но праздновать победу еще рано, ведь на планете появилась Влитра, которая выдает мощный залп, от чего все немного приофигели. Но Август был бы не Августом, если бы ему это не понравилось. Он ищет сражения, а поэтому летит навстречу Влитре. За ним летит Асура, который тоже хочет показать этой твари свою силушку богатырскую. Да настолько, что не замечает и врезается в Гома поменьше. Но его выручает Ясва. Влитра вновь обрушивает на нас залп, от которого Асура и Яхва уворачиваются, но снаряды оказываются самонаводящимися, и поэтому они попадают под обстрел. Это замечает жрица, которая является дочкой Асуры, и решает немножко помочь бате. Отчего тот подрубает свою истинную форму шестирукого Асуры. В этой форме мы летим на Влитру и, немного постреляв по ней, отвешим ей смачного тройного чипалаха, отчего она начинает разваливаться. Асура решает ускорить этот процесс, но Влитра вновь выдает залп, но уже более мощный, который Асура переживает, но в глазах его читается беспокойство. Это же замечает и Ясхва и спрашивает его об этом, на что получает ответ, что Асуру беспокоит, что он не смог добить Влитру. На что Ясва отвечает, что главный герой лучше бы расслабился, ибо ее никому не под силу уничтожить, а благодаря нему она успокоится на какое-то время. Император приказывает уничтожить оставшихся Гома, а Деус говорит, что близится момент, и стрёмно как-то улыбается. В иллюстрации мы видим, что Деус и Келру обсуждают битву и удивляются, что дикарь и отступник Асура смог усмирить Влитру, но потом понимают, что это все благодаря его дочери. По их диалогу сразу можно понять, что они замышляют что-то нехорошее. После битвы Асура встречает свою жену и дочку, а после получает доношение о том, что император хочет его видеть. Прибыв на место встречи, он видит императора, но тот начинает падать. Асура подхватывает его, но затем... Император оказывается мертвым. А за героем появляется охрана, которая сразу начинает называть его предателем. Герой пытается сбежать, но на выходе его встречает Вайзен с охраной, с которой мы вступаем в поединок. После того, как Асура раскидает с нами соизволит сразиться сам Вайзен, но он продержится не дольше этих самых А Асура, который теперь похож на ежика, бежит в свою резиденцию, куда уже пожаловал Сергей. Асура прибегает, но оказывается поздно, его жена умирает. Ее последними словами становится просьба о спасении их дочери. У Асуры нереально подгорает, от чего он летит в крепость Кармы, где видит свою дочь и оставшихся генералов. Ясва пытается объяснить ситуацию Асуре, но он не хочет это слушать, ему плевать, ему важно только спасти свою дочь. Но ему мешает Деус, который поясняет Асуре, что смерть императора это его рук дело. И дело это в том, что для Деуса это была необходимая жертва. Он хочет создать новый мир. Без страданий, мир, где каждый сможет ходить в качалку бесплатно, мир, где каждый сможет играть в игры и тусоваться с друзьями напролет. Короче, рай. И Асура станет первым в фундаменте этого рая. После чего Деус убивает его. А дальше в иллюстрации нам рассказывают, что Асуру нарекли демоном и распиздили всем, что он свихнулся и был изгнан в мир мертвых. А оставшиеся генералы стали полноценными богами. Дальше мы можем наблюдать колонны, на одной из которых виднеется Асура, который просыпается и слышит голос незнакомца, который оказывается Золотым Пауком. Он спрашивает его, кто он, но Асура словил небольшую амнезию, так что Паук говорит ему подниматься, ибо не просто же так он тут висел. Пока мы поднимаемся по башне, Асура начинает вспоминать свое прошлое. В его воспоминаниях он обучается с Августом. Это небольшое обучение, которое нам расскажет о том, что после сильной атаки наступает перегрев, из-за которого сильная атака становится какое-то время недоступной. Так же, как делать рывок, или как восстанавливаться после того, как противник попытался опрокинуть вас, как переключить камеру, а затем как прицеливаться и стрелять воздушными пулями. После этого с нами на спарринг выходит Август. В этом этапе нам показывают шкалу безграничного режима, по заполнению которой Асура начнет наносить более сильные удары. А затем нам показывают шкалу рывка, по заполнению которой Асура выполняет добивание. Август доволен нашей тренировкой и в награду дает нам похвалу.
После этого воспоминания Асура вспоминает, кто он, и продолжает дальше лезть, пока на него вновь не наплывают воспоминания. В них мы попадаем на поле битвы, где можем опробовать все фишки, которые нам показывали на тренировке. После битвы на Асуру наступает наваждение, после чего Асура наконец вспоминает, что произошло, но от этого ему вообще не легче. Он начинает слышать какие-то голоса, которые его злят, и он начинает быстрее сбираться. Настолько быстро и яростно, что он вырывается из царства мертвых и оживает, а в его глазах видна ослепительная ярость. Пук поясняет, что это его мир, и что с его смерти прошло 12 тысяч лет. Оглянувшись, Асура говорит, что мир, о котором говорил Деус, на вид как преисподня. В иллюстрации нам рассказывают, что за 12 тысяч лет бывшие товарищи Асуры позволили Гома захватывать мир, на что Асура начинает злиться и не верит Золотому. Но Паук от этого только радуется, ведь он наконец увидел Асуру в его истинном и легендарном гневе. Идя по миру, Асура натыкается на жителей, которые все так же поклоняются устройству. А затем в небе появляются красные молнии, и жители в панике убегают, но некоторых ловят прибывшие Гома. А Асура со словами, что ни черта не поменялось, вступает с ней в бой, где, расправившись с мелкотой, из облаков показывается воздушный корабль, с которого спрыгивают воины и, завидев Асуру, говорят, что, мол, зря ты из могилы выбрался, сейчас мы тебя быстренько обратно закопаем. Даже позвали копию Майка Тайсона, только вместо железного золотого. Но и он не особо доставляет нам проблемы. А затем появляется здоровый слон Гома и начинает поглощать души. Но его останавливает Вайзен, который сам их и поглощает. А завидев Асуру, начинает над ним издеваться. Он говорит, что тот теперь лишь мозоль на его пятке, а он теперь один из 7 божеств. Но Асуре как-то похрен, так как он не до конца вспомнил свое прошлое, лишь часть о мире и свою смерть от кого-то. А Вайзена это не останавливает, он продолжает дальше хвастаться, а после чего вступает в бой, где знатненько так огребает. А Асура, приняв роль бармена, вышвыривает Вайзена, но тот лишь стал больше, слишком больше. После чего говорит, что пока главный герой дрых, они стали сильнее благодаря его дочери. Асура от осознания того, что у него оказывается есть дочь, о которой он забыл, интересуется, что они сделали с ней, чтобы заполучить новую силу. На что Вайзен говорит, что Асуре понадобится заставить говорить его. А в иллюстрации мы видим, что собрались все 7 так называемых божеств, ну как 7, 6. Дабы обсудить возвращение демона, на что Деус говорит, что они стали сильнее, а Асура как был лохом, так и остался, и вообще его легко одолеет Вайзен. Но Август лишь рассмеялся и говорит, что в битве может произойти все, что угодно, так что нельзя предугадать, кто победит, а кто проиграет. Вернувшись в бой, Вайзен хватает Асуру и швыряет его в сторону, но тот быстро оклемался и побежал на Вайзена и начал по нему стрелять без промаха. Да и сложно промахнуться, когда твоя цель это здоровый, сука, жиртрест. Добежав до него и увернувшись от удара, Асура начинает скакать по обломкам, а затем вновь увернувшись от очередного удара, наносит удар по Вайзену, который променял скорость на прочность, размеры и силу, благодаря чему тот впечатывает Асуру в землю и начинает его вбивать поглубже. Из-за этих ударов Асура видит свою дочь, которая вся в слезах, а Вайзен лишь подливает масло в огонь и говорит, что это вина Асуры. Но его треп Асура быстро затыкает, благодаря своему гневу, который позволил ему войти в свою вторую форму и как следует швырнуть Пузатого. Вайзен командует кораблю атаковать нас, но Асура одной воздушной пулей ломает его, после чего начинает перестрелку со здоровяком, пока Асуре не взбредет мысль запустить того в небо, где тот попробует использовать свой спецприем на нас, но мы его отбиваем и на всей скорости влетаем в тело Вайзена. И со всей силы и злобой вышвыриваем его за пределы планеты. Тот, понятное дело, не в восторге от такого исхода, а поэтому переходит в свою истинную форму, где он становится еще больше. Видимо, Вайзен не слышал выражения, чем больше шкаф, тем громче он падает, потому что он становится больше самой планеты. А затем наносит удар пальцем ярости. А Асура... А что Асура? Он не сыкло и готов принять его. Однако удар был сильным и повалил Асуру на землю, отчего тот вспомнил все.
и гнев овладел им. И тот, как бешеный, начал наносить удары в одну точку, попутно ломая свои руки. А затем, собрав всю силу, сделал решающий удар, от которого Вайзен разлетелся на мелкие осколки. В иллюстрации нам показывают о том, что пока все спорили, кто пойдет дальше сражаться с Асурой, Ясва без разговоров отправился на место битвы. Дальше нам показывают руку Асуры, которая стоит на земле, и неподалеку валяется он. Затем он встречает Ясву, где тот в свойственной ему манере начинает напирать на Асуру о том, что его возрождение бессмысленно и он уже ничего не поменяет. Однако Асуру это только злит, и он вступает в бой, где не может навредить своему бывшему товарищу. Ясва говорит, что он так только навредит себе, и что Асура должен понять их замысел и гордиться своей дочерью. На что Асура в гневе, ведь чему ему там гордиться? Гордиться ее страданиями? На что Ясва холодно отвечает, что да. А после вопроса Асуры на то, кем он себя возомнил, Ясва отвечает, что богом. Что конкретно поджигает пукан Асуры, и он со всей дури влетает в Ясву, отбросив его и сняв с него маску. Увидев его лицо, Асура говорит, что тот все так же не очень привлекательный, а Ясва говорит то же самое и про Асуру, а затем добивает его словами, чтобы тот больше не возвращался. В иллюстрации мы видим, как Ясва посещает Митру и говорит, что когда все закончится, он добровольно умрет от ее руки. Но просит прощения и еще немножко потерпеть, дабы их замысел наконец свершился, и они спасли этот мир. А затем нас переносит на 500 лет вперед, где мы наблюдаем знакомую нам картину. Асура висит, а паукан спрашивает его, снова наверх или может все-таки сдашься и навсегда заснешь, упав вниз. Но Асура начинает по новой карабкаться, а паукан говорит ему, что именно его он ждал столько лет. И дабы Асуре было полегче, он предлагает ему вспомнить, что разжигает в нем огонь гнева. Закрыв глаза, Асура вспоминает о том, как он сражался с Гома, а затем на него напал здоровый Гома-слон, с которым ему пришлось знатненько поводиться в те времена. Но он справился. С ним и отправил его в полет прямиком в Августа, который легко отпинывает его, а затем показывает всем видом, чтобы Асура показал свою силушку богатырскую на нем. И он бы это сделал, если бы не вмешался Ясва, который, остановив бой, спрашивает Асуру, откуда берется его гнев, ведь ему и есть теперь что защищать. Дальше мы переносимся в город, где видим Дургу, жену Асуры, и его новорожденную дочь, которую ему дают подержать. Но она начинает плакать, а Асура в растерянности пытается ее успокоить. Но поняв, что это не его конек, отдает ее обратно Дурге. И с грустным или же немного даже напуганным лицом уходит. Также мы узнаем, что Ясва, оказывается, является братом Дурги, жены Асуры. Пройдя по коридору, он видит своих товарищей, которые поздравляют его, но он не в восторге от них и хочет уйти. Однако Келлору спрашивает его о том, знает ли он, что его дочь – это идеальный сосуд для сил жрицы. Но Асура не дает ответа. Он уходит. От этих воспоминаний Асура продолжает лезть, пока в его голове он не слышит плач своей дочери. Отчего Асура со всей своей злобой начинает быстро подниматься, отчего даже паук в шоке и спрашивает, откуда у него столько злобы, откуда берется его гнев, как он его поддерживает. Но Асура не отвечает, а переходит на бег. А затем мы видим, как какая-то девочка молится камню, в котором запечатан Асура. После молитвы она пытается успокоить ребенка, но в этот момент Асура начинает пробуждаться. В иллюстрации мы можем увидеть о том, как дочка Асуры назначили жрицей. Но эта новость Асуру совсем не радует, так как он не хочет, чтобы она стала инструментом войны. Асура начинает постепенно приходить в себя, а после он вырывается из камня и имеет при себе новые руки. Ну как новые? Починенные. Завидев девочку, он спрашивает, где он, а затем видит в ней свою дочь. Но они не успевают поболтать, ведь на них нападают Гома. Отчего девушка убегает, а мы бежим за ней. Разбравшись с мелкими Гома, Асура видит, как девочку схватили, поэтому мы начинаем преследование, которое продолжается до выхода из храма, где мы высвобождаем девочку и видим, как Гома напали на жителей деревни. А затем...
Ну, черепаха на спине, я сомневаюсь, что ты нас покатаешь, так что... После чего жители начинают молиться. А затем Асура замечает флот кораблей в воздухе, после чего появляется Келру, который говорит, что прежде чем они попадут в Нормак, он укажет им путь на небеса. После чего активируется устройство, а Амбал начинает показывать жителям, чтобы они начали молиться, а после чего убивает их. После чего мы видим, как их души поглощаются устройством. Асура, само собой, в ярости от такого и пытается убить Келру, но не выходит, так как это его голограмма. После чего Келру исчезает, а девочку пытаются убить, но... Дальше к нам подходит еще один амбал и говорит, мол, давай нам души и все будет зашибись, но... Так что расправляемся со всеми и видим, как та девочка бьет с горя по мертвецу, ведь ее родного человека убили. Асура останавливает ее, а затем в иллюстрации нам рассказывает, что камень, в котором был заточен Асура, отпугивал Гома, благодаря чему жители могли спокойно существовать, но боялись подходить к нему, так как от камня исходила аура гнева. Но эта девочка видела, как так называемые боги спасли ее от смерти, при этом убив ее отца, чьи черты лица похожи на черты лица Асуры. Благодаря этому она не боялась подходить к алтарю и молиться ему. А затем она говорит, что все только делали, что молились, но не действовали. И теперь она идет вместе с Асурой. Что ж, предлагаю на этом закончить первую часть, о чем была игра Asura Wrath или же Гнев Асуры. Честно, игра просто бомбезная. Сюжет, катсцены, геймплей, все офигенно. Иногда даже задумываешься, действительно ли это игра, либо же какое-нибудь кинцо. Но, в принципе, это можно назвать кинцом в какой-то степени, потому что столько катсцен и столько сюжета, это просто жесть. Хочу также извиниться, что настолько долго не было роликов, потому что у меня появились, скажем так, дела, они не исчезали. И дела не исчезли до сих пор, их надо решать, но вот выкрылась, скажем так, минутка, чтобы домонтировать наконец-таки хотя бы первую часть спустя Нового года, в 2023, первый ролик пускай будет наконец-таки уже. Мне даже, по-моему, если не ошибаюсь, кто-то писал в Дискорде, кто знает его, типа, когда ролики, я говорю, не знаю, я занят, я работаю, не мешай. Не хоть и немножко грубо, но тогда я действительно был на нервах и был занят. Постараюсь следующую часть выпустить как можно раньше, но ничего обещать не могу. А на связи был я, Палач Рока. Всем до скорых встреч!